Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание и поговорим о нательном крестике. Поговорим о том, 7 категорически нельзя делать с нательным крестиком. Эти вопросы волнуют многих, и мы постараемся каждый вопрос более детально проговорить. Например, можно ли носить нательный крестик на цепочке, а не на шнурке? Можно ли носить нательный крестик поверх одежды и так далее? Например, можно ли дарить крестик? Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца для того, чтобы знать эту важную и нужную информацию. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация действительно будет полезна и важна. Итак, 7 нельзя, которые связаны с нательным крестиком. Нательный крестик, вы знаете, это не только символ приверженности к христианской вере, также это еще и личный оберег для каждого человека. И с этим атрибутом связано достаточно много правил и табу. Многие запреты, скажут многие, что это просто суеверия, которые возникли в народе, и церковь в какой-то степени это не одобряет. Но вы знаете, и есть много и очень ответственных моментов, которые должен знать каждый человек для того, чтобы понимать, правильно ли он носит нательный крестик, для чего это ему вообще нужно. Или просто для него нательный крестик это просто какой-то аксессуар, который он носит, например, к одежде. И есть, конечно же, запреты реальные, связанные с нательным крестиком, а есть просто суеверия. Вот мы с вами это обсудим и поговорим в этом видео. Давайте сразу в этом видео оговорим один момент, что нательный крестик – это тот крестик, который дается человеку во время таинства крещения. И есть обычные декоративные крестики. Вы должны понимать, что это все-таки две разные вещи. И декоративные украшения не несут никакой духовной нагрузки и не являются защитой и оберегом для того, кто их носит. И чтобы крестик стал действительно оберегом, тем помощником, который вам будет помогать в жизни, нательный крестик обязательно надо осветить в церкви. Давайте мы начнем с того, можно ли носить нательный крестик на цепочке, а не на шнурке. Этот вопрос достаточно многих интересует, и хотим ответить сразу, что нательный крестик вы можете носить как на цепочке, так и на шнурке, потому что самим оберегом является крестик, а не шнурок или цепочка. И каким способом нательный крестик будет крепиться на шее, здесь нет никаких особых требований или табу, потому что это личное дело каждого. Самое главное, чтобы крестик ваш, который вы носите, именно нательный крестик, чтобы он не потерялся. При этом опасность обрыва цепочки выше, чем крепкого, например, шнурка. Но здесь дело каждого. Следующий вопрос. Можно ли носить нательный крестик поверх одежды? Это очень важный вопрос, который интересует многих людей. Вы должны понимать о том, что носить нательный крестик поверх одежды, чтобы все увидели, что у вас есть нательный крест, конечно же, нельзя. Нательный крестик называется он и нательным, то есть это личная вещь, это символ веры, это тот оберег, та защита, которую выставлять на показ людям просто не нужно. Следующее, можно ли дарить крестик или меняться им? Да, вы знаете, крестик может быть подарен не только крестными родителями, родственниками, но и другими людьми. Главное, чтобы человек, который вам дарит или кому вы дарите, чтобы это было искренне, чтобы это и шла информация, именно положительные были информация, вибрации, пожелания. И, конечно же, обязательно нательный крестик его нужно осветить. И меняться нательными крестиками тоже допустимо. Даже существует, знаете, есть такой старинный обычай. Те люди, которые это делают, становятся, например, братьями и сестрами во Христе. Так же самое, как и крестные родители крестникам. Поэтому, если вы действительно
кого-то очень сильно любите и хотите обвиняться, чтобы это был не просто какой-то знак, а напоминание о чем-то, это, конечно же, вполне возможно. Следующее. Можно ли поднимать и брать себе найденный крестик? Вы знаете, здесь двояко можно ответить. Почему? Потому что, с одной стороны, кто-то скажет, что это суеверие, а с другой стороны, это все-таки очень опасно. Здесь очень важен следующий момент, потому что нательный крестик, в принципе, это, да, с одной стороны, это святыня. Но если вы его нашли на улице, его одевать не надо. Лучше отнести это в храм или поместить у иконы на хранение. И пусть священник уже примет решение, что делать. Также, если вы увидели нательный крестик на улице, где-то он валяется, то ни в коем случае не берите, главное, руками. Возьмите в салфеточку, перчатками резиновыми, но не своими руками. Не надо брать на себя какой-либо негатив. Можно ли носить чужой нательный крестик? Конечно, можно, особенно если это подарок близкого для вас человека, который что-то значит, и этот нательный крестик, он освящен в церкви. Да, конечно, возникает много моментов касательно чужой энергетики, о каких-то проблемах того человека. Ну, во-первых, нужно подойти в церковь к священнику и попросить, чтобы этот крестик нательный был освящен. Если у вас нет такой возможности, ну, хотя бы его промойте в проточной воде или в соленой воде. И тогда не будет никаких оснований для того, чтобы этот крестик нес какую-либо плохую информацию для другого человека. Далее, есть ли табу на крестик с распятием? Вы должны понимать, что распятие в православии это и есть главный наш символ. Это жертва Христа, который гарантирует нам всем спасение. Поэтому такой крестик обязательно должен быть распятием наружу, а не к вашему телу. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Можно ли носить неосвященный крестик? Конечно, можно, но есть одно но, только в качестве декоративного аксессуара. Потому что, допустим, с точки зрения веры это все-таки неправильно, потому что это все-таки у нас не развлечение, а нательный крестик это достаточно серьезная вещь. И независимо от того, из чего был сделан крестик, или из дерева, из металла, золота, подарен или куплен в ювелирном магазине, всегда помните о том, что лучше его осветить и после этого только носить. Не постесняйтесь подойти в любой храм, в любую церковь и осветить такой нательный крест. И после этого вы его можете носить. Если вы хотите купить нательный крест в церковной лавке, то, как правило, вся атрибутика православия, она всегда уже освящена. Поэтому вы можете покупать и уже носить. Но если вы в чем-то сомневаетесь, а такое бывает, то тогда подойдите к священнику, только к тому священнику, которого вы уважаете, который вы знаете, что он искренне действительно вам поможет, всегда подскажет, направит на путь истинный. Друзья, вот такие. Сегодня мы с вами поговорили о то, что нельзя делать, которое связано с нательным крестиком. Мы надеемся, что мы ответили на многие вопросы многих людей. Конечно, у каждого свое понимание и восприятие этого вопроса, но мы постарались ответить так, чтобы всем было понятно и доступно.